Ух ты, ударчик. Ого, сразу бахнуло. Есть поклевка. О, хорошая. Толщина льда, ну, сантиметров 30-35. Друзья, всем привет! Сегодня будем с вами ловить щуку. Глухозимье. Я уже насверлил лунок тут вдоль камышей, под камышами, в камышах. И будем пробовать ловить щуку на балансиры и на ратлины. И посмотрим, на какую приманку лучше щука реагирует в такой период времени, в глухозимье. Лучше ловить на небольшие балансиры ее, либо же на ратлины. Или же, как третий вариант, не исключение, щуке все равно, что ты ей предложишь. Главное угадать с местом, попасть в рыбу, одним словом. Лунок насверлил я очень много. Ну вот, недалеко от камыша, все как обычно. Кто смотрит мои видео, то знает, что я любитель вот рыбачить под камышами. Это на таких чистых пространствах поклевок намного меньше обычно на такую снасть. А вдоль камышей поклевки практически есть всегда. Взял с собой подводную камеру барракуда. Будет время, обязательно попускаем, посмотрим рыбку. Какая тут рыбка вдоль камышей, в камышах стоит. Вот такой ратлин буду сегодня использовать. Фирмы Юзури. Сейчас покажу вам коробку. Коробка. Вот она. Так. Ратлин сюда. И балансирчики. Балансиров у меня очень много. Вот сколько. Но начну я, наверное, вот на такой балансирчик. Буду пробовать. Или же вот на такой. С красным хвостиком. Ну, там посмотрим. Удочка у меня фирмы Select. Вот так она раскладывается, складывается, компактная, очень удобная. Рыбачу на ее уже, это уже третий сезон, никаких проблем. Леска 0,4, катушка тоже фирмы Select. И титановый поводочек 10 сантиметров, на разрыв, по-моему, 7 килограмм. Цепляем сначала, наверное, балансирчик и идем, пробуем. Будут интересны поклевки щуки в такой период времени или нет. Игра у ратлина очень интересная. Вот смотрите, она делает восьмерку, возвращается и крутится потихоньку вокруг своей оси. В это время щука и атакует ее. Игра у балансира примерно такая же. Все то же самое он делает. Видите, поворачивается,
вокруг своей оси. Все то же самое. Так. Посмотрим, какая тут рыба. Есть щучка или нет. Ну а вот щука, друзья. Небольшая. Наверное, грамм 300, может 400. Значит, сейчас начнем рыбачить. Будем пробовать. То, что она есть, это одно. А вот будет она клевать или нет, это уже совсем другой вопрос. Полностью с вами соглашусь, если вы будете писать мне в комментариях, что под камышами щука клюет мелкая, крупная очень редко. Соглашусь с вами на все 100%. Но для меня главное это поклевки. Размер уже дело пятое. Главное увидеть поклевку. Пускай это будет мелкая щука, но 10 поклевок. Если клюнет крупная, это будет вообще как бонус. А вот там стоят на жерлице рыбачки. Не знаю, были у них поклевки или нет, я не видел. Ну что, первая лунка на сегодня. Нашли дно, приподняли. На балансир ловить практически так же само, как и на ратлиной. Только взмахи можно делать порезче. Во. За лед зацепилась. Сейчас. Во. 3-5 секунд делаем паузу. И опять взмах. Опять пауза. Обычно на паузах и поклевки. Сделали 3 взмаха. Приподняли где-то сантиметров на 30 выше от дна. И опять делаем взмахи. И так я поднимаю балансир до самой кромки льда практически. Ну, в пол воды точно. Следующая лунка. Опускаем. И все повторяем. Обычно, если щука стоит недалеко от лунки, под лункой, то она бывает даже на опускании уже клюет. Опа, есть поклевка. Ой. Ой, какая мелочь. А, змеюка. Грамм 200. Плыви. Одна такой балансирчик клюнула. На салатовый. Так, пойдем дальше. Хопа. Опа, опять удар был. Ой, ну мелкая опять. Что-то мелкое. Может и окунь даже. Кстати. Ну совсем такой ударчик. Не сильный. И все. Опа! Ну такую щуку я еще не ловил сегодня. Гля. Это этого года щука. Весной прошлой она родилась. О, какая. Грамм 50. Лови. Ах, сегодня щука ловится.
Зачетная. Опа. Еще одна мелочь. Ой, одна мелюза пока клюет. Еще и промазала. Плыви. Фух, все, плыла. Есть поклевка. Опа. Ой, шмакодявка. Ой, вообще маленькая. И промазала даже. Промазала. Маленькая, но поклевка была. Плыви. Да, поплыла. Ну, глубина хорошая, да, метра 1,5. Ух ты, ударчик. О, сразу бахнула. О, хорошая. Хорошая щучка. Только опустил сразу. Ух, вся в пиявках. Но это уже хоть где-то грамм 600 щука. Ва, какая. Ух, есть. Ой, шмакодявка опять. Опять шмакодявка. Грамм 200. Надо, наверное, переходить, попробовать прицепить не балансир, а ратлин. Может, на ратлин будет покрупнее клевать. Поменял балансир на ратлин. Сейчас попробуем ратлином. Может, на ратлин получше будут поклевки. Вот как раз и сравним. Да, опа. Вы видели, сама из лунки выпрыгнула. На ратлин клюнула. Ну, маленькая тоже. Плыви. Получается, можно ловить и на ту приманку, на балансир, и можно ловить на ратлин или на вибы. Нету разницы. Если, я так понимаю, у щуки есть выход, жор в этот день, то ей все равно, что вы ей предложите. Что предложите, на то она и будет клевать. Самое главное, по моему мнению, это выбрать правильное место, где сверлить лунки, угадать с местом, где она стоит в данный момент времени. Ух ты, фу-фу-фу. Ударила, но промазала. Она маленькая щука. Опа, есть поклевка. Но это уже хоть чуть-чуть побольше, но все равно маленькая. Грамм 400, наверное. На ратлин. Подошел, опустил сразу, поклевка, бух есть. Ну, лунка, как обычно, вот недалеко от камышей. Там дальше еще есть одна. Тоже возле камышей.
Вот она. Пустой камыш. Вот она из камыша выходит в поисках жертвы. И видит ваш ратлин или балансир. Подул ветер. Стало прохладно и чувствуется, тянет на мороз. Руки начинают подмерзать. Пока буду пробовать на ратлин, кружочек пройдусь. Потом возьму еще на балансирчик пройдусь. Но клюет одна мелочь. Хотя радует то, что хоть есть поклевки. Бывает, приезжаешь и за полдня не видишь ни одной поклевки. Глубина, о, хорошая. Есть поклевка, о, хорошая. Это щука. Как дала, ё-моё. Вся в пиявках. Я еще забыл взять штатив. Ну, снимаю так, как получается. Стой. Ну, на сегодня это самая большая щука. Ух, стой, стой. Вот какая. А, какая. Килограмм есть. Идем в отрыв. Уходим от мелочи. Снова клюнула на ратлин. Вторая поклевка подряд. Я тут прошел буквально пару лунок и сразу поклевка. Ну, эту щучку я заберу, друзья. Рядом камыш. Но основной камыш чуть дальше. Это вот такой выступ из камышей. Глубина чуть побольше. И тут клюнула она. Кстати, перед этим щука тоже клюнула. Вот в таком самом месте. А вот ближе к самому камышу, основному, там щучка клюет, но помельче. Я уже это говорил. Еще раз повторюсь. Ратлином я делаю взмахи плавные. И тогда он не путается с поводком, с основной леской. А на балансир я делаю вот такие подбросы порезче. А принцип, грубо говоря, один и тот же, что у ратлина, что у балансира. И чем мне нравится ратлин больше, чем балансир, тем, что у ратлина, видите, какие крючки. Как на воблере, большие, тройники стоят. А у балансира спереди, сзади крючочки и тройничок снизу. Сколько я уже рыбачу, наверное, лет около 7-8 на балансиры, на ратлины. На балансиры сходов всегда больше щуки, особенно крупной, когда большая щука клюет. На ратлины есть сходы, но поменьше. Поэтому лично я рекомендую для тех, кто только начинает рыбачить вот на такую оснастку, пробуйте лучше на ратлины. И меньше сходов, и клев тот же, и может только что цена. Ратлины всегда дороже стоят, чем балансиры. Есть еще одна поклевка. Ну такая щука хорошая. Где-то до килограммчика. На ратлин клюнула. И даже промазала как-то. Вот видите, где она зацепилась. Поднялся сильнейший ветер. Сразу резко так похолодало. Оно, видать, еще и температура начинает падать. На мороз тянет. Пройдусь еще, наверное, разочек по всем лункам. Если поклевок не будет, то буду сматывать снасти. Начал рыбачить с 8 утра. Где-то с 9 утра начались поклевки примерно. И до 10. Вот так вот через лунку поклевки были.
там. Хоть и мелкая щука, но поклевки были. А сейчас вот ближе к 12 часам клев постепенно стихает. Уже прошел, наверное, лунок 10 или 15, ни одной поклевки нету. Я уже и перчатки одел, и все равно, даже через перчатки руки начинают мерзнуть. Все, на сегодня хватит, буду сматывать снасти. Ну сколько я примерно поклевок, наверное, 7 или 8 я увидел. Одну щучку я забрал, всех остальных отпустил, пускай растут. Провел сегодня эксперимент, как я и планировал. Хотел посмотреть, на что лучше ловить в лухозимье, на ратлин или на балансир. И скажу вам честно, одинаково. И на то клевало, но на ратлин щучка ловилась покрупнее. Вот на такой. Ратлин фирмы Юзурик. Обязательно, друзья, поддержите меня лайком. Пишите комментарии, кто на что любит ловить щуку зимою. Я имею в виду балансиры и ратлины. И кто не подписан, обязательно, конечно же, подписываемся. Нажимаем обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я с вами буду прощаться до следующих рыбалок. Всем пока!